Здравствуйте, дорогие друзья! В этом уроке мы с вами разберем, что такое фатин и как его используют. Некоторое время назад с подачи уважаемой мной компании «Артблеск» в моду вошли вот такие вот тоненькие юбочки. И на самом деле непонятно, почему до компании «Блеск» до этого никто не додумался. Потому что желание делать прозрачные юбочки было уже давно, а решение почему-то не находилось. И спасибо компании «Артблеск» за то, что они открыли нам эту дорогу. Фатин – это тонкая сетка. Она не такая эластичная, как сетка, из которой мы шьем сами купальники. Да? Видите, вот это наша эластичная сеточка, а это, собственно, фатин. Она не такая эластичная, как я уже сказала, но она обладает прекрасным качеством. Она практически прозрачная, и получается эффект, как будто бы рисунок и камни висят в воздухе. Она создает такой летящий воздушный эффект. На этом купальнике, как вы видите, я еще не обрезала низ купальника. Мы ждем финальной примерки, на которой мы, собственно, и сможем финально подрезать эту юбку. Почему мы так делаем, мы рассмотрим с вами чуть-чуть позже. Сейчас я вам покажу несколько еще вариантов использования фатина. Как вы видите, здесь юбка из фатина создает эффект плавного перехода камней с основы купальника на юбочку. Посмотрите, вот здесь вот фатин очень интересно использован. Здесь фатин используется для того, чтобы сделать прозрачным только часть юбки. На этом купальнике фатин использован очень интересно. Вы видите, что поверх фатина нашита аппликация из бифлекса, которая регулярно расклеена камнями. И получается такой эффект летящих в воздухе полосок камней. На этом купальнике тоже получается эффект летящих в воздухе камней, но здесь использован другой эффект. Здесь камнями утяжелен низ юбки и сделаны как будто бы всполохи огня. Ну и купальник для Арины Авериной, где выполнен плавный переход плотной раскладкой камней на юбочку и создан эффект растворения камней в воздухе. И, соответственно, перед нами становится вопрос, какой же фатин покупать. Кажется, это просто тонкая ткань, какую ни возьми, она вся сработает. Но на самом деле, несмотря на то, что визуально они все похожи, они имеют очень большую разницу в качестве. Как определить, какой фатин лучше покупать, а какой лучше не покупать? Сейчас мы с вами посмотрим, какие характеристики у фатина имеются и на что стоит обращать внимание при покупке. Передо мной лежат 3 разных образца фатина, купленных у разных поставщиков. Мы можем найти абсолютно разные названия: еврофатин, евросетка, вуалевый фатин, вуалевая сетка. По сути, каждый поставщик волен называть свою ткань тем названием, которое ему придет в голову. И разговоры о том, что это, например, еврофатин, а это не еврофатин, не имеют под собой особой базы, потому что уже все поставщики перепутали названия, и под одним и тем же названием мы можем купить ткань абсолютно разного качества. Поэтому перейдем к конкретным характеристикам тканей, чтобы посмотреть, какие из них хорошие, а какие не очень. Я не говорю, что какие-то из этих фатинов плохие, какие-то хорошие, просто одни подходят нам больше, а другие больше подходят для других целей. Например, фатин, который из этих образцов нравится мне меньше всего, я прекрасно буду использовать на юбке для праздничных платьев, и он будет там прекрасно работать. Но для юбочек, для купальников, для художественной гимнастики я буду предпочитать использовать другие виды фатина. Хотя и тот, который мне не очень нравится, тоже можно использовать, но нужно понимать особенности его характеристик. Прежде всего, на что мы смотрим? Мы растягиваем фатин и смотрим, возвращает ли он самостоятельно свою геометрию или нет. Как вы видите, этот я растянула, причем растяжение, как вы видите, я делаю достаточно легкое, и свою форму этот фатин сам не возвращает. Давайте попробуем растянем в другую сторону, и вы видите, что я более-менее могу вернуть ее форму
в обратное состояние. Все эти 3 образца я вырезала с размерами 20 на 20 сантиметров. Они точно совпадают в нерастянутом виде. Ну вот, как вы видите, у меня не удалось восстановить первоначальную форму этого образца. Она, собственно, осталась несколько деформирована даже при попытках вернуть ее геометрию. Чем это еще грозит? Да, смотрите. Да? Видите? Вот. Полотно фатина теряет свою плоскость и становится достаточно неаккуратным, некрасивым. При экстремальном растяжении всего куска вы видите, что происходит. Для того, чтобы сейчас не испортить вот этот вот наш первоначально ровно вырезанный образец, я сейчас попробую точно такую же сетку, но менее аккуратно вырезанный кусочек на разрыв. Давайте посмотрим, что у меня получится. Значит, по долевой я не могу его разорвать даже при сильном натяжении. Поперек долевой, вы видите, фатин рвется легко. Вообще, самый большой недостаток юбок из фатина – это то, что они очень легко рвутся. Ну и вот, собственно, вы понимаете, что такой фатин у нас оторвется достаточно легко. И если мы именно будем делать юбку из такого фатина, ну, например, потому что у нас нет доступа к другому фатину, значит, имеет смысл выкраивать такую юбку именно по долевой, да, чтобы напряжение на разрыв шло именно по вертикали. Да, потому что обычно такие юбки рвутся в месте их притачивания. Откладываем этот образец и смотрим другой образец. Эти 2 образца на ощупь практически одинаковые. Их очень трудно отличить. И, собственно, до манипуляций, которые я произвожу с этими образцами, я буду говорить, что это, наверное, одна и та же ткань. Но давайте посмотрим. Значит, прежде всего сделаем растяжение по долевой. Мы видим, что фатин легко возвращает свою форму, не остается в деформированном положении. Поперек долевой, смотрите, видите, происходит то же самое. Фатин возвращает свою форму. Он чуть-чуть, конечно, меняет свою геометрию, но по сути свою форму он возвращает. Он не остается вот в таком загнутом положении. Этот фатин уже намного лучше вот этого образца. Давайте попробуем такой образец также на разрыв. Прежде всего по долевой. Тоже у меня не хватает сил, чтобы его порвать. И попробуем сделать то же самое поперек долевой. Но в принципе рвется, да? Приложить усилий мне пришлось больше, чем на том образце, но разорвать образец у меня получилось. И давайте я сейчас посмотрю, что у меня происходит на экстремальном растяжении всего образца. Видите, что геометрия несколько поменялась, но по сути качество образца осталось намного лучше, чем у предыдущего. Теперь мы посмотрим третий образец. Этот образец так называемый стрейч-фатин. Как вы видите, у него значительно больше ячейка. Давайте посмотрим, что с ним происходит на растяжение. Это поперек долевой. Вы видите, что он, конечно, не полностью, но восстанавливает свою форму. По долевой растяжение идет очень слабое, и фатин показывает достаточно высокую прочность. Давайте попробуем этот фатин на разрыв. По долевой у меня тоже не хватает сил его разорвать. Поперек, ну, вы знаете, тоже, пожалуй, не хватит сил его разорвать. Но на экстремальном растяжении вы видите, что он поменял свою геометрию и остался в таком виде. Что, собственно, мы сейчас и сделаем с этим образцом. Напоминаю, что все образцы вырезаны с геометрией 20 на 20 сантиметров. Ну, ситуация чуть-чуть, наверное, получше, чем у синего образца, но тоже, как вы видите,
потеря геометрии. Причем обратите еще внимание на следующий аспект. Посмотрите на том, как все эти три образца держат край. У этого образца край кое-где пошел заусеницами. У бирюзового оттенка край очень чистый остался. У стрейч фатина, как вы видите, он уже замахрился. Если брать показания именно прочности и растяжимости, то я, естественно, выберу стрейч фатин. И сейчас мы стараемся в основном ставить именно стрейч фатин на свои изделия, потому что он просто прочнее. И проблемы в эксплуатации с разрывом юбки будут встречаться значительно реже, чем на предыдущих двух образцах. Здесь есть еще один нюанс, да, на который стоит обращать внимание. Это сминаемость. Давайте посмотрим. Вот я сейчас очень активно мну образец. Дело в чем? Наверное, не секрет, что не все гимнастки перевозят купальники именно в расправленном на плечиках положении. Иногда купальник лежит где-то в достаточно таком измятом положении, и после этого недостаточно утяжеленная камнями юбка приобретет достаточно некрасивый вид. Вот смотрите, что получилось после активного комкания ткани. Вы видите, что она зафиксировала свое измятое положение. Давайте попробуем то же самое произвести с бирюзовым. Тоже ткань зафиксировалась в измятом положении. И здесь еще заметен эффект, что край среза цепляется за сам фатин, и его достаточно тяжело расправить. У этого образца этот эффект не так сильно заметен. И давайте такие же манипуляции проведем со стрейч фатином. Стрейч фатин тоже зафиксировал это положение. Вот я пытаюсь разгладить сейчас все эти три образца. И мы видим, что первый образец у нас измят после манипуляций больше всего. И он значительно сложнее расправляется. Соответственно, для своей работы мы выбираем либо этот образец, а этому образцу оставляем возможность быть использованным в других изделиях. Теперь, что мне хотелось бы еще вам показать. Перед использованием в юбках для купальников для художественной гимнастики необходимо эти образцы качественно продекотировать. Что такое декотировка? Декотировка – это влажно-тепловая обработка, при которой происходит возможная усадка и деформация отрезов ткани. Это делается перед раскроем, чтобы в изделии деталь не поменяла свою геометрию. Фатин вполне нормально реагирует на утюжку. И что я сейчас буду делать? Я сейчас буду утюжить эти образцы в максимально деформированном положении. Для того, чтобы максимальная деформация зафиксировалась и ткань приняла естественное для себя положение. Просто если мы этого не сделаем, что у нас может произойти в эксплуатации? Да? Юбка может растянуться по длине, юбка может растянуться по ширине. Если, не дай бог, вы ее выкроете по косой, у вас одна сторона юбки будет длиннее, чем другая, и это будет очень сильно заметно. Однажды мы сделали такую ошибку, мы выкроили юбку из фатина именно по косой, предполагая, что так она, во-первых, будет лучше тянуться и лучше будет смотреться. Там была центрально симметричная юбка, и при проверке геометрии юбки в лежачем положении она абсолютно была симметрична. Но когда девочка надевала купальник, юбка оказывалась с одной стороны длиннее, чем с другой стороны. Она меняла свою геометрию под тяжестью камней. Одна сторона вытягивалась больше, чем другая. Ну и вот вы видите, я сейчас очень активно поработала утюгом с паром с этим образцом. И этот образец уже зафиксировался более-менее в том состоянии, в котором ему самому комфортно.
Нужно отдавать себе отчет, что в середине ткань растянута больше, чем по бокам. То есть это еще не финальная деформация. И нужно понимать, что под расклейкой камнями деталь еще чуть-чуть поменяет геометрию. Именно поэтому на первом образце купальников, который я показывала вам в этом уроке, мы не обрезали до финальной примерки юбку, потому что обрезать ее 3 секунды, а исправить неправильно обрезанную юбку достаточно сложно. То есть, по сути, это ведет к перешиванию всей юбки. Поэтому, учитывая такое изменение геометрии ткани, мы оставляем финальную подрезку юбки на последний момент. Теперь те же самые манипуляции я проведу с другим образцом. Температура, на которой я сейчас провожу декотировку, это около 120 градусов, это двоечка. На этой температуре образуется стабильный паровой удар. И те же самые манипуляции мы производим с третьим образцом. Ну, представляете, во что может превратиться кусок с геометрией 20 сантиметров? Ну, конечно, вот такую сетку лучше для купальников не использовать. Это волшебная деформация ткани. Ну, я думаю, что мы перестанем уже мучить этот отрез ткани, мы его для купальников использовать не будем. Вы видите, что происходит и насколько сложно ему вернуть какую бы то ни было первоначальную геометрию. Теперь проведем измерения. Отрез ткани 20 на 20 превратился у нас в 25 на 14. На бирюзовом образце по ширине 20 сантиметров сохранились, по длине 20 сантиметров, ну чуть-чуть стали короче, на 5 миллиметров ушла геометрия, но по сути этот образец сохранил свою первоначальную геометрию. И смотрим, что произошло на стрейч-фатине. На стрейч-фатине у нас 20 сантиметров превратилось в 25, и 20 сантиметров по долевой превратилось в 17 сантиметров. Из проведенных экспериментов мы делаем вывод, что в работе мы будем использовать два вот этих образца – стрейч-фатин и вуалевая сетка. Это названия, под которыми они идут у наших поставщиков. Они обладают разными характеристиками, но в принципе по тем или иным характеристикам для нашей работы подходит и тот образец, и другой образец. Этот более прочный, у этого большая разбежка в цветовой гамме. И для нашего купальника мы будем подбирать тот, который больше подойдет по цвету. Мы берем наш купальник и смотрим, какой из этих двух фатинов будет менее заметен и больше подходить по цвету. Ну, в принципе, достаточно неплохой эффект. Но я думаю, что более незаметным вариантом будет все-таки вуалевая сетка. Видите, да? То есть вот я их спущу. И по сравнению с родным бархатом, все-таки похоже, что вуалевая сетка будет менее заметна, чем стрейч-фатин. Но если бы по цвету подходил стрейч-фатин лучше, то я бы взяла стрейч-фатин.